Большинство рыбаков думает, что осист это просто какая-то хрень на веревочке. Повесил и готово. Работает? Ну и ладно. А потом начинаются вопросы. Почему поклевки есть, а рыбы нет? Почему каждый раз сходы на вываживание? Почему одна и та же приманка сегодня ловит, а завтра вот, болт? И почти никто не задает себе главный вопрос. А зачем этот осист вообще здесь висит? Для чего? Сегодня мы разберем спокойно, без морских сказок, без иллюзий, без лапши на ушах. Просто и доходчиво, как реально это работает. Общая логика. Что мы вообще делаем? Ассист это не украшение, это не японская мода, за которой надо гнаться. Ассист на первый взгляд это сложная система. Нет, это просто часть системы приманки. Все реально просто. Что ты меняешь? Ты меняешь точку контакта с рыбой, распределение нагрузки, работу приманки в воде, что особенно важно. И даже то, как рыба цепляется на крючок. Поэтому одна и та же приманка, но с разными ассистами, это уже две совершенно разные приманки. Совершенно. Вот скажи, ты ассист выбираешь осознанно? Или просто то, что было, то, что купил, то, что было в наличии? Начнем с простого. Одинарный ассист, один крючок. Многие его недооценивают, хотят навесить побольше, а зря. Одинарный ассист чаще всего имеет смысл использовать при активной быстрой игре, при вертикальной ловле, но не всегда. Ролик про Кастмастер с двумя ассистами это все опровергнет уже скоро. И при охоте за крупной рыбой. Вот три фактора. Почему? Да потому что один крючок не создает каких-то рычагов, не дерется сам с собой, не конфликтует и держит рыбу честно, мертво в одной точке. Когда рыба начинает трясти головой, два крючка часто работают против тебя. Один тянет туда, другой сюда, в итоге мы получаем сход. Это как на кораблике, когда клюет сразу два монстра и уходят в разные стороны, просто так разрывают поводки. Вот, да, вот такой пример из жизни. С одним крючком такого не происходит. И тут трофей либо сидит, либо нет. Без фокусов, без иллюзий, без лапши на ушах. Еще один плюс, о котором не говорят, не знают, либо недооценивают. Одинарный крючок – это меньше тормозов для приманки, меньше сопротивления, быстрее падение, более четкая игра. Ну, когда она нужна, конечно. Чище контроль. С одинарным ассистом вы быстрее поймете, как это работает, чем с двумя, с тремя. Не нужно делать из приманки новогоднюю елку. Вот скажи, сколько раз ты терял рыбу именно на вываживание? Не на поклевке, что бам-бам, все, до свидания. Крючок сломался, поводок оборвался, пока. Именно ты ее прешь, и тут пум, напиши. Сдвоенные ассисты. Кажется круто, смотрится красиво. Что это, шанс? Да, это шанс, но не гарантия. Нет. Такие ассисты очень любят. Особенно сдвоенные, так смотрятся красиво. Так и хочется купить, сделать самому, привязать, и все, ты кайфуешь рыбы валом. Не. Но скажу, что я их люблю, многие их любят, и не просто так. Сдвоенные ассисты чаще всего используют при медленной игре на планирующих блеснах, блесна, которые имеют эффект осыпания. И их можно ставить, чтобы именно на блесну, которая изначально не сыпется, мы ставим сдвоенные ассисты и можем сделать осыпание блесны, заставить ее сыпаться. Либо сдвоенные, либо два по бокам одинарные. Но об этом будет подробно. И третий момент, когда рыба берет вяло, тычками. Тычками, касаниями, вот тут как раз помогают двойники, вернее сдвоенные ассисты, расположенные наружу. Вот так. Почему они работают? Потому что часто происходит так. Один крючок залетает вовнутрь пасти, там за жабры, за край челюсти, и рыба как будто оказывается обнятой. Попадает в такие жесткие объятия, и все, приехали. Нагрузка распределяется на две точки, и вот тут как раз крючки из тонкой проволоки меньше напрягаются, нет разгибов, нет поломок. И здесь начинается самое интересное. Вариант первый – жалами вовнутрь, когда крючки смотрят на себя. Это делают для одной цели – меньше зацепов. Меньше зацепов за тело приманки, за шнур, за все подряд. Используя жесткий шнур, мы можем уже гонять в коряжниках. Да, реально можем гонять, без зацепов. Такой вариант чистый, аккуратный, красивый, изящный. Он прощает много ошибок. Но если рыба атакует сбоку, прижимает, касается, тут, конечно, много будет пустых поклевок. И нас выручает второй вариант, когда жало направлено наружу. В этой схеме крючки смотрят в разные стороны. И этот вариант для агрессивной рыбы, непредсказуемых атак, сложных углов захода на поклевку очень помогает. Очень помогает, когда рыба просто отталкивает. Бывает такое, рыба идет на нерест, с лососем не такое часто. И она как бы отпихивает приманку, просто ее толкает.
и цепляется на ассист. Шансов зацепить рыбу намного больше, но и шанс получить доп. Проблему резко возрастает. Еще один вопрос. Ты когда-нибудь сравнивал вот эти два варианта, вовнутрь, наружу, на одной и той же приманке и в похожих условиях? Где же вешать ассист? Вот тут у многих все ломается. Куда, зачем, почему? Ну, есть два места установки. Первое – голова. Ассист в голове приманки. Почему? Это логично. Потому что хищник почти всегда бьет в голову. Ну, судак бьет в голову, правильно? Правильно. Жерех бывает сбоку заходит и именно в башку таранит. Я не рыба, я не могу за нее говорить, но, как мне кажется, она просто хочет обездвижить добычу. Даже если мы ловим в отвес, верх приманки почему-то всегда становится головой. Но это опять при активной рыбе. Потому что часто ловля на вертикальные блесна, рыба подходит снизу, смотрит, ага, раз, два, тройничок и сидит. Что берж, что окунь, что судак так атакуют. Но у вас есть опыт, я думаю, вы со мной согласитесь. Если нет, значит нет. Поэтому при активной игре, при наличии активной рыбы, ассист всегда в башке, всегда. Что это дает? Быстрая засечка, меньше холостых ударов, меньше зацепов за дно. И так очень выгодно оснащать пилькеры при джиговой проводке, кастмастеры при джиговой проводке. И это уже, ребят, не про море. Это про реальную ловлю, как у меня на Оке, на той же Волге, да на любой равнинной реке. Особенно при береговой ловле. Особенно. Еще плюс головной ассист меньше путается, даже если он длинный. Длину ассиста делайте равной половине длине приманки. Судак ударит в голову, щука цепанет посередине, они всегда столкнутся с ассистом. Встреча будет неизбежна. Комбинированная схема в хвост и в голову – это классика для приманок, которые планируют. Это мы можем поставить на любую блесну, колебалку, классику и ловить. Это мы можем поставить на кастмастер, который шикарно вертится. Главное, чтобы приманка не падала камнем, иначе ассист в голове и на корме уже не будут работать. В отвесной ловле рыба может атаковать сбоку, снизу, сзади, как угодно. И ассисты на обеих концах увеличивают шанс контакта, стабилизируют приманку, влияют на частоту колебаний. И главное, именно стабилизируют. Играясь длинными шнуров, размерами крючков, весом крючков, мы можем заставить сыпаться любую приманку, которая до этого так не работала. Но здесь тоже есть правила, есть исключения. Не делайте так, чтобы ассисты встречались между собой. Выбирайте длину таким образом, чтобы крючки не могли коснуться. Иначе возможны перехлесты. Но к этому правилу также есть исключения, наглядные исключения того же кастмастера. Но все равно правило есть правило. И лучше делать, чтобы они не встречались. Иначе перехлесты, ты цепляешь сам себя, а не рыбу. В итоге мат-перемат и никакой рыбалки. Запомни, ассисты не должны знать друг о друге. Не встречаются, значит не знают. Ассисты на воблерах и стикбейтах. Зачем же люди ставят ассисты вместо тройников? Причина первая – это рычаг. Плюс. Тяжелый воблер, мощные тройники, крупная рыба, большой жесткий рычаг и до свидос. Ассист на шнуре разрывает эту связь, дает свободу, снижает нагрузку на крючок. Реально снижает, хотя, казалось бы, какая разница. Вторая причина – игра. Не всегда игра воблера подходит к той или иной ситуации, вашей ситуации. И поэтому, да, замена на одинарнике дает больше свободы, больше подвижности в игре. Но я бы советовал именно гибридную схему. На брюхе мы оставляем тройник, всегда оставляем. А вот на заднице, на корме, хвостовой части, именно делаем ассист на одинарнике. Если хотим меньше зацепов, ставим сдвоенный крючками вовнутрь. Это компромисс, это не идеал, это лишь отдельный случай, когда это нужно. Кстати, ты ставишь ассист на корму, потому что это модно? Или понимаешь, что он меняет в поведении твоей приманки? Напиши. А теперь без морали, без понтов. Что же такое ассист? Не, ребят, это не волшебная палочка, это не волшебная таблетка. Он не ловит за тебя, но он либо помогает системе, либо ломает ее полностью. Третьего не дано. Если ты не понимаешь, зачем он висит, для чего он висит, поверь, он тебе не нужен. Лучше вообще без него, чем на авось. Парни, если вы реально хотите, если есть возможность помочь каналу, буду благодарен. Данные в описании. Расходы возрастают, и в одиночку мне уже тяжеловато. Хорошей рыбалки и злых поклевок.